2023 может стать годом, когда американский доллар полностью потеряет власть на международной экономической арене. Доллар США был доминирующей валютой в мировой экономике на протяжении многих десятилетий, но последние события указывают на то, что его время подходит к концу. Одним из наиболее сильных факторов, который может отодвинуть доллар на второй план, является рост крупнейшего экономического блока БРИКС, состоящего из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Эти страны совместно работают над созданием собственной валютной системы, которая будет конкурировать с долларом США в качестве резервной валюты, и главная их идея заключается в снижении зависимости от доллара и создании более сбалансированной глобальной финансовой системы. Говоря простым языком, эти страны желают полностью избавиться от доллара США и как результат ослабить экономическое и политическое влияние Америки. А самое интересное, что уже этим летом с 22 по 24 августа БРИКС проведет 15-й саммит, на котором может решиться дальнейшая судьба доллара. Ведь если эти страны примут решение полностью отказаться от доллара США, это несомненно отразится на его стоимости, что в свою очередь повлияет на рынок облигаций, акций и, конечно же, криптовалюты. Но стоит ли нам беспокоиться и срочно продавать доллар, мы разберем в этом видео, поэтому смотрите его до конца и вы узнаете, может ли доллар потерять статус резервной валюты мира, какую валюту будут использовать страны БРИКС, почему Китай желает увеличить доминирование юаня и что будет с криптовалютой, если доллар потеряет свою экономическую силу. Перед просмотром поддержите видео лайком, ведь только ваша поддержка влияет на выход таких интересных роликов. Всем приятного просмотра, мы начинаем. Всем привет, меня зовут Влад и вы на канале Coin22. В комментариях нас часто спрашивают, а почему биткоин и другая крипта так сильно зависят от различных экономических отчетов США. Ответ максимально простой, ведь состояние американской экономики напрямую отражается на долларе. А по отношению к какой валюте торгуется вся крипта? Ну конечно же к доллару. Вот поэтому такие вещи как рост инфляции, падение ВВП и уровень безработицы очень сильно влияют на криптовалюту. И кстати все эти и другие отчеты мы всегда публикуем в нашем телеграм-канале, где также вы можете найти самые актуальные новости крипторынка и многое другое. И напомню, что 3 мая нас ожидают ставки ФРС и конференция Пауэлла, после которой биткоин любит нас удивлять своим движением. Поэтому в этот день мы 24/7 будем освещать это событие у нас в телеграм, так что подписывайтесь. Касательно темы сегодняшнего видео, то доллар США уже давно является доминирующей валютой в мировой торговле. На его долю приходится почти 60% всех валютных резервов и более 80% мировой валютной торговли. Правда, доллар не всегда был доминирующим. Например, в 19 веке именно британский фунт играл роль мировой валюты, а доллар начал доминировать только между Первой мировой и 50-ми годами, потому что как раз таки в этот период ВВП США превысил совокупный ВВП Великобритании и всех стран Британской империи. Также за эти годы США сумели выстроить самые ликвидные финансовые рынки во всем мире, благодаря размеру своей экономики и открытой торговле с безграничным потоком капитала в долларах, чему могут позавидовать другие страны. Собственно, эти вещи и являются одними из основных факторов доминирования доллара в мире. Однако в последние годы различные события говорят о том, что доминирование доллара постепенно снижается, и самой главной угрозой его падения является рост экономического объединения БРИКС. На сегодняшний день БРИКС состоит из 5 стран, а именно Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Цель БРИКС максимально проста и заключается в том, чтобы доллар США потерял свой статус резервной валюты мира, и страны максимально минимизировали свою зависимость от него. И такие цели несколько раз озвучивали страны БРИКС. А учитывая, что в последние годы противостояние между Китаем и США увеличилось, БРИКС стремится создать свою валютную систему. И 2 недели назад президент Бразилии поддержал идею о том, что банк БРИКС будет торговать своей валютой, и заявил, почему такое учреждение, как банк БРИКС, не может иметь валюту для финансирования торговых отношений между Бразилией и Китаем, между Бразилией и всеми другими странами БРИКС. Кто решил, что доллар является торговой валютой после прекращения золотого паритета? И такое жесткое стремление избавиться от доллара может еще больше усилиться после 15-го саммита БРИКС, который пройдет уже в конце августа. Хоть экономика США по-прежнему остается крупнейшей в мире, другие страны, особенно Китай, быстро ее догоняют. В результате доллар становится менее важным в международной торговле. Например, сейчас Китай является крупнейшим партнером многих стран мира, и многие из этих стран все чаще ведут торговлю не в долларах, а в своих собственных валютах, но больше всего в юане. Ведь двусторонняя
двусторонняя торговля между Китаем и Россией в 2022 году увеличилась на 34% до 190 миллиардов долларов или 1,3 триллионов юаней, что является новым рекордом. Торговля между Китаем и Бразилией также достигла рекордных 150 миллиардов долларов в 2022 году, а торговля между Китаем и Индией увеличилась до 135 миллиардов. И сейчас китайский юань является пятой наиболее торгуемой валютой после доллара США, евро, иены и британского фунта. И такое отстранение от доллара США привело к тому, что за последние 6 месяцев индекс доллара, а это отношение доллара к 6 мировым валютам, упал аж на 8%. Ведь использование доллара по всему миру сократилось. Многие начали использовать другие валюты, в том числе и биткоин, который на фоне падения доллара вырос более чем на 40%. И если индекс доллара продолжит снижаться, биткоин и другая криптовалюта получат дополнительную ликвидность для роста, на которой мы с вами можем заработать. Но если вы не знаете, как это сделать правильно, просто воспользуйтесь нашей подпиской Coin22 Pro. Подписка Pro позволяет каждый день получать профессиональный и прибыльный анализ рынка от команды аналитиков Coin22, которые на протяжении уже более полугода продолжают работать для наших участников. Например, на днях участники Pro заработали от 15% на падение Шибы, от 20% на снижении токена Лида, от 30% на росте Solana и на многих других сделках. А если ты новичок и желаешь научиться зарабатывать на рынке крипты, мы предоставим для тебя пошаговое обучение абсолютно с нуля. И на следующей неделе нас ожидают процентные ставки ФРС, которые влияют на волатильность рынка, что позволит нам на этом заработать. Поэтому не упускай такую возможность, а переходи по ссылке в описании и начни зарабатывать с подпиской Coin22 Pro. Помимо угрозы роста экономики Китая, которая все ближе подкрадывается к США, Индия также в последние годы развивается семимильными шагами. В прошлом месяце Индия подписала соглашение с 18 странами о торговле индийскими рупиями. А еще совсем недавно Нью-Дели объявил о подписании соглашения с Малайзией о начале торговли в рупии. Иран также полностью отказался от доллара США в своей торговле с Китаем и Россией. Саудовская Аравия, центр исламской власти и член ОПЕК, заявила, что откажется от нефтедоллара и примет нефть-юань. Сейчас Пекин агрессивно движется к тому, чтобы предоставить юань в качестве альтернативы доллара США, и для выполнения своих торгов он использует глобальные платформы, такие как БРИКС, ШОС и ОПЕК, которые не хотят зависеть от доллара США. Также есть опасения по поводу способности Америки сохранить свой статус безопасного убежища для инвесторов на фоне растущей неопределенности вокруг геополитических рисков, таких как напряженность между Северной Кореей, Тайванем и Китаем, где США поддерживает Тайвань. Дополнительно к этому растущий госдолг США, увеличение вероятности предстоящей рецессии из-за агрессивного повышения ставок ФРС, рост инфляции и другие факторы заставляют людей нервничать, из-за чего они ищут надежное убежище для своих денег. Но когда возникает такая потенциально экономическая и политическая угроза для США, что об этом думают правительственные чиновники? Например, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что экономические санкции, введенные США в отношении стран по всем направлениям, поставили под угрозу доминирование доллара. Ведь по мере того, как США продолжают накладывать санкции на страны, эти страны вынуждены искать альтернативы, которые ставят под угрозу доллар. Недавно Йеллен сказала следующее: существует риск, когда мы используем финансовые санкции, связанные с ролью доллара, что со временем может подорвать угрозу для самого доллара. А касательно санкций, Йеллен сказала: конечно, это действительно создает желание со стороны Китая, России и Ирана найти альтернативу, и добавила: но доллар используется в качестве мировой валюты по причинам, по которым другим странам сложно найти достойную альтернативу. И на самом деле так и есть, ведь они хотят избавиться от зависимости от доллара, но при этом не могут найти четкую альтернативу. Так если замены на данный момент у них нет, то какие шансы, что доллар действительно потеряет свое доминирование уже в ближайшие годы? Несмотря на то, что сейчас БРИКС потенциально угрожает доллару и сила этой организации росла с момента включения Южной Африки в 2010 году, из 5 участников только Китай смог добиться устойчивого роста и может стать доминирующей валютой после евро. Ну а валюты других стран вряд ли смогут получить хоть какое-то доминирование за пределами своих стран. Курс доллара действительно упал за последние 6 месяцев, но он все равно близок к десятилетнему максимуму по отношению к валютам стран, с которыми торгует США. Ведь, как вы видите, благодаря высоким процентным ставкам и стабильному потоку капитала, значение доллара увеличилось в 1,4 раза, с минимума 2011 до пика 2022 года. И это даже с поправкой на инфляцию. Также иностранные активы ценных бумаг казначейства США выросли с 2013 года, а
Это указывает на то, что спрос на доллар США выходит за рамки казначейских ценных бумаг Америки. Благодаря устойчивой экономике в 2022 году в США наблюдался самый большой приток прямых иностранных инвестиций, долгосрочных инвестиций в бизнес и недвижимость среди всех крупных экономик мира. Дополнительно статус доллара как резервной валюты периодически вызывает беспокойство у инвесторов. Не спорю, доля доллара в мировых резервах постоянно снижалась за последние 20 лет, поскольку центральные банки диверсифицировали свои активы через евро, фунты, канадские доллары и так далее. Но доллар США по-прежнему составляет около 60% мировых резервов, что является скромным снижением по сравнению с 67% 20 лет назад. И это только базовые вещи, которые вряд ли смогут позволить доллару потерять свою корону и уступить место другим валютам. Также, как я уже говорил, на сегодняшний день нет никакой альтернативы доллару, и вряд ли она появится в ближайшие десятилетия. Все платежные системы, фондовые рынки, валютный рынок Форекс используют именно доллар, и чтобы заменить его чем-то другим, нужно будет провести глобальную работу, которая займет неизвестно сколько времени и неизвестно, увенчается ли она успехом. И, конечно же, США будет реагировать на любые действия от БРИКС, которые потенциально будут угрожать доллару. И поверьте, им будет несложно арестовать десятки миллиардов долларов этих стран, чтобы сохранить свое экономическое и политическое влияние. Тема сегодняшнего ролика на самом деле очень интересная, и ее можно обсуждать часами, поэтому нам было бы интересно услышать ваше мнение насчет доллара и его доминирования в комментариях под этим видео. Не забывайте переходить в наш телеграм-канал, где мы 24/7 на связи, а также жмите на колокольчик, чтобы не пропускать вот такие интересные видео. Спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца, всем удачи, до скорых встреч!